Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня, друзья, в этом видео мы с вами поделимся одной уникальной практикой, с помощью которой вы сможете привлечь деньги, изобилие, достаток и благополучие в свою жизнь. Поэтому обязательно просмотрите это видео от начала до конца и начните эти знания применять в своей жизни. А прямо сейчас, друзья, ставьте лайк этому видео. Вы таким образом нам очень помогаете, и между нами происходит энергообмен. Далее, прямо сейчас в комментариях пропишите следующую волшебную фразу, для того, чтобы Вселенная быстрее приумножила мыслимые и немыслимые блага в вашей жизни. Итак, друзья, и эта фраза звучит следующим образом. Я, ваше полное имя, привлекаю в свою жизнь деньги легко и быстро. Истина, да будет так. Поэтому обязательно просмотрите это видео от начала до конца. Итак, друзья, в этом видео мы с вами уделим внимание вещам, предметам, которые помогут вам привлечь изобилие, достаток и благополучие в вашу жизнь. А также, как с помощью одного овоща вы можете избавиться от беды и нужды. Для этого вам понадобится всего лишь буквально один овощ, но не забывайте, его нужно будет отнести на помойку. И вы увидите, как ваша жизнь может в любой момент измениться. Вы знаете, на Востоке верят, что богатство приходит только в тот дом, где есть вещи, предметы, которые привлекают его. Поэтому, если вы будете являться обладателем именно правильных вещей, если так можно сказать, денежных вещей и предметов, то вы можете стать богатым не только трудясь с утра до вечера. Знаете ли вы, что все вещи, все ваши предметы в вашем доме обладают определенной энергетикой, и какое огромное скопление самых различных энергий находится в вашем доме? И, конечно же, среди них есть вещи, которые излучают денежную энергетику, и с помощью этих вещей вы можете привлечь деньги в дом и навсегда распрощаться с долгами и финансовой нестабильностью. Конечно же, вы зададитесь вопросом, на что вам стоит обратить внимание. Прежде всего, вы должны понимать то, что деньги могут стать причиной их отсутствия, если они у вас лежат без дела в какой-то копилке, то этим самым они привлекают нужду. Помните о том, что они должны быть всегда в движении. Деньги постоянно должны быть в вашей жизни, работать, обновляться. Только в этом случае будет приток денежной энергии. Поэтому научитесь этому одному простому правилу. Получили зарплату, вам вернули долг, продали где-то, получили подработку, несите деньги домой. И не спешите идти в магазин и покупать какие-то вкусняшки или что-либо, чтобы порадовать себя, своих близких или родных, или быстренько стараться погашать какие-то свои долги. Вы должны научить деньги приходить в ваш дом. Особенно это касается тех людей, у кого постоянные долги, кредиты, и постоянно какие-то возникают неприятные ситуации, на которые постоянно требуются деньги. И бывает очень часто так, что человек только решил один вопрос, буквально прошло полчаса, звонок в дверь по телефону, и новая какая-то проблема, которую нужно решать, и опять нужны деньги, и опять вы влазите в долги и кредиты. И вот так все идет по кругу, как белка в колесе. Поэтому, чтобы такого не было, в первую очередь, ваши дети, близкие не просили купить вкусняшки им или что-то срочно, необходимо научить деньги привлекать в свой дом и в свою жизнь. Также никогда не держите деньги в доме, в какой-то книге, в ванной комнате, потому что, например, ванная комната, и там идет постоянно поток воды, и получается, что таким образом вы смываете деньги в канализацию. Кто-то скажет о том, а что, разве люди держат деньги в ванной комнате, в туалетной комнате? Вы будете удивлены, но если пообщаетесь, то вы узнаете очень много интересного. Также никогда не держите деньги в прихожей, также в спальне, потому что вы знаете, что спальня – это то место, где вы отдыхаете, и деньги, соответственно, также будут отдыхать. А у нас с вами задача, чтобы деньги постоянно были в обороте, работали. Недаром бизнесмены, предприниматели говорят всегда такую фразу: «У меня деньги всегда в обороте, у меня деньги всегда крутятся». То есть представьте себе,
То есть бизнесмен, предприниматель, директор компании, у него всегда первое, что деньги должны крутиться, деньги должны быть в обороте. И тогда деньги начнут привлекать деньги. А если вы их просто складываете где-то в пакетик, ни в коем случае не делайте этого. Лучше заведите шкатулку. Никогда не складывайте деньги в пакет. Вы думаете о том, что таким образом может моль их не съесть, или еще у каждого есть свои причины. Но вы должны понимать и то, что деньги, они также дышат, они имеют энергию. А когда они еще и у вас в пакете, это может быть некомфортно. Если вы будете использовать конверт для определенных каких-то целей, например, конверт заведите для путешествий, для учебы, для оплаты каких-то курсов, для оплаты коммунальных услуг, и вот подходит период, и вы, например, прописываете на конвертике, сколько вы взяли денег, какую дату, на какие цели. Таким образом, вы даже научитесь себя планировать свои расходы, и обращайте на это, пожалуйста, особое внимание. Итак, обращаем ваше внимание. Теперь давайте поговорим о коврике, которых есть у многих у входа в квартиру. Запомните, у вас всегда должен быть коврик постельный у входа с внутренней стороны, но мы сейчас уделим внимание именно коврику с внешней стороны. Почему? Потому что такой коврик не будет пропускать негативную энергию, а вот энергию денег он наоборот будет привлекать в дом. Если вы хотите, чтобы деньги были в сохранности и приумножались, то придя домой суммой денег не вытирайте обувь, а коврик таким образом это поможет вам сохранить энергию денег, которые вы принесли в ваш дом. Когда вы возвращаетесь домой с пустыми руками, то вот здесь нужно обязательно вытереть обувь об этот коврик. Это для того, чтобы энергия пустоты к вам не прилипала. И обратите на это внимание. Также следите за этим ковриком, чтобы он всегда был у вас чистым. Конечно же, в зимнее время, ввиду погоды, которая в наших странах, каждый из нас с вами живет в разном регионе, и очень сложно держать коврик в чистоте. Но научитесь, чтобы он был чистенький, потому что это ваши, в первую очередь, деньги. Также не забудьте купить оберег в виде веника, повесьте его в прихожей или на кухне, но помните, обязательно метелкой вверх. Помните, именно когда вы вешаете веник метелкой вверх, он тогда обладает очень сильной энергетикой для привлечения денег. И считается, что таким образом он выметает всю негативную энергию, тем самым освобождая в доме место для денежных потоков. Бывает так очень часто сейчас в современном мире многие не пользуются вениками вообще никакими. У них есть мощные пылесосы, и вроде бы все хорошо, и все прекрасно, но никто не знает о том, что пылесос, он также имеет определенные свойства. И касательно веника, обращаем ваше внимание, что веничек у вас всегда должен быть в доме, но ни в коем случае не искусственный, а именно настоящий, который сделан из проса. Даже, возможно, вы на сувенирной лавке или в сувенирном каком-то магазине найдете веничек с домовым. Вот такой веничек берите, тот, который вам подходит. И обязательно купите, принесите себе домой и обязательно его повесьте. Таким образом, действительно, он будет вам помогать. Но помните о том, что этот веник не может храниться в доме у вас годами. Буквально полгода и нужно менять, потому что он привлекает всю и пыль, грязь, негативную энергию. Он же помогает вам работать тем или иным энергиям. Помните, пожалуйста, об этом. Вам очень повезло, если ваш обеденный стол имеет круглую или овальную форму, потому что именно этот предмет мебели будет способствовать свободной циркуляции денежной энергии, и только сколько бы вы ни потратили денег, они всегда будут возвращаться к вам. Кто-то скажет, что там так, что мне сейчас прямо бегом что ли бежать в мебельный магазин и покупать такой вот обеденный стол круглой или овальной формы. Вы должны сами для себя решить, что вы хотите в этой жизни. Если вам удобнее за квадратным столом находиться,
убедиться, да, то, ну, хорошо, если ваш дизайнер не позволяет, тогда подумайте о том, как вы можете убрать эти углы, потому что для кухни это катастрофически нельзя делать. Поэтому подумайте о том, возможно, вы купите какие-то декоративные всевозможные приставки для углов. Они продаются и очень даже красивые есть. Или подумайте о том, как вы можете так сделать, чтобы эти углы не попадали на окно, не попадали на газовую плиту, не попадали на межкомнатную дверь. Это очень важно. Помните о том, что кухня у нас с вами отвечает за изобилие, за достаток и благополучие вашего дома. Также вам нужно быть очень осторожным с таким предметом, как зеркало. Оно может привлекать деньги в дом, а может и наоборот, отталкивать их. Здесь нужно всегда помнить о том, что в зеркале должны отражаться только чистота и порядок. Если же ваше зеркало будет видеть грязь, пыль, то его энергия будет негативно влиять на финансовое положение. У зеркала есть один закон: что зеркало видит, то оно вам и отдает. При этом отдает в тот момент, когда вы будете больше всего не ожидать. Знаете, зеркало в какой-то степени это магнит, который тянет все то, что зеркало видит. А что происходит в его видении, и потом все это транслирует оно в ваш мир. Поэтому, если вы хотите привлечь деньги в свой дом, держите всегда свой дом или квартиру в чистоте. И напротив зеркала вы можете, например, хранить копилку или ваш кошелек. Они будут отражаться в зеркале, а значит, деньги будут приумножаться. Но это не значит, что нужно каждый день класть кошелек возле зеркала. Буквально на растущую луну несколько дней вы даже можете открывать кошелек и перед зеркалом считать деньги. Таким образом, зеркало будет запоминать о том, что вы считаете деньги, потому что у зеркала нет понимания того, мало денег или много денег, но зеркало видит деньги. И зеркало начинает транслировать в ваш мир эти деньги. Поэтому в один момент в вашей жизни у вас могут даже больше появиться денег, чем обычно. Вы можете заработать или заимеет ваша семья. Также обращаем ваше внимание на хрусталь, потому что хрусталь является магнитом для привлечения денег. Поэтому, чтобы в доме были стабильность и финансовое благополучие, нужно на видном месте держать фигурку или статуэтку из хрусталя. Дело в том, что такие статуэтки помогают следовать распорядку, а это уже будет положительно сказываться на вашем финансовом благополучии. Также обращаем ваше внимание, что, возможно, вы где-то найдете в магазине именно что-то из хрусталя. Обязательно заимейте. Это могут быть бокалы из хрусталя, это может быть даже какая-то конфетница красивая. Если вам что-то понравилось, обязательно покупайте, потому что хрусталь действительно является магнитом для привлечения денег. Недаром в советское время все гонялись за хрусталем, и это было неспроста. Многие даже не понимали, не осознавали, что они делали. А вот так как именно хрусталь, знаете, если вот завели что-то у вас, появилось в доме что-то из хрусталя, знаете, это магнит, который притягивает деньги. Возможно, вам со временем захочется заиметь еще что-то, и таким образом хрусталь, вот знаете, хрусталь сам тянет вот эту энергию и даже направляет вас, что вам нужно еще подкупить, заиметь, чтобы в вашем доме всегда было изобилие, достаток и благополучие. Также отличительной деталью в интерьере является и аквариум с рыбками. Аквариум привлекает достаток и наполняет его гармонией. Единственным условием для того, чтобы рыбки притягивали деньги, является то, что они должны быть именно золотыми. Большую роль играет и число рыбок. Их должно быть ровно 9. 9 – это особенное число, и оно связано с гармонией между небесными силами и землей. Девятка становится магнитом для денег, и на дно аквариума вы можете положить камушки, монеты. Это сделает аквариум уже мощным объектом для привлечения денег. Вода в нем не только будет притягивать благополучие, она также будет улучшать денежные потоки, но она также и очищать будет окружающее пространство от негатива. Только помните о том, что аквариум нужно как можно чаще чистить, поэтому обязательно покупайте хорошие фильтры, потому что вода
если она начинает застаиваться, она начинает на физическом плане издавать запахи. Это приведет не к благополучию и, наоборот, к постоянным проблемам с деньгами. Также обращаем ваше внимание, не обязательно покупать какой-то здоровенный аквариум на полтонны и так далее. Вы можете купить и маленький аквариум на 150, на 200 литров. Помните о том, что если у кого-то из семьи аллергия на аквариум, на воду, на рыбки, такое тоже бывает. Разберитесь для начала, почему аллергия, где появилась первопричина, потому что это очень важно. Если у кого-то будет в доме аллергия на это, знаете, это как минимум то, что энергия членов семьи аквариума не совпадает, и происходит вот такой вот дисбаланс. Дисбаланс это будет отражаться именно на здоровье человека. Также обращайте ваше внимание, что клубок красный ниток также обладает способностью притягивать деньги. Вообще красный цвет у нас с вами ассоциируется с богатством, с властью, силой, уверенностью и роскошью. Поэтому такой клубок нужно положить на самое видное место. Он поможет привлечь силу богатства, а также защитить дом от недоброжелателей. Вообще в некоторых странах красный цвет считается символом финансового достатка. Поэтому постарайтесь сделать так, чтобы у вас обязательно был клубок красных нитей. Также, например, вы можете приобрести ковер красного цвета или использовать в декоре своего дома или квартиры что-то красненькое. Возможно, какой-то декор, связанный именно с красным цветом, и это будет действительно вам помогать. Также обращаем ваше внимание на желтые монетки, особенно если они старинные. Они также являются магнитом для денег. Но чем крупнее монета, тем она намного сильнее. Но хранить такие деньги нужно в кошельке отдельно от купюр, которые находятся у вас в обороте. Такие монеты будут привлекать финансы и гармонию. Также в вашем доме всегда должны быть красивые свечи, потому что это благодаря свечам, которые отлиты из воска, они обладают поистине чудесной силой. Заметьте колокольчик, пусть даже это будет декоративный, но он сможет защитить ваше пространство от любого негатива и поможет вам стать богаче, откроет вам для вас какие-то возможности. Также, друзья, как мы сказали в начале видео, хотим с вами поделиться очень простой практикой. Итак, вам понадобится для проведения этой практики наш любимый с вами овощ. Это лук. Не все, правда, любят его за запах, но вы знаете, он достаточно большой помощник для многих людей. Итак, в любой день недели вы можете проводить практику. Она не привязана ни к дню, ни к фазе Луны. Вам просто нужно взять самый красивый лук, можете взять самый большой, и вам нужно разрезать на 2 части. Что мы делаем? Мы разрезали на 2 части, и нужно поставить в любой угол в вашем доме или на кухне. Может быть, в прихожей, в гостиной, в других местах. И мы кладем на 1 ночь вот этот лук, и он должен побывать в углу. Следующее утро вам, конечно, нужно постараться не дотрагиваться до него, а сложить в салфеточку, например, в целлофановый пакет, все это завернуть в черный пакет, например, именно в черный пакет, и завязать и вынести на мусорку. Когда вы будете идти выбрасывать на мусорку и возвращаетесь обратно, ни с кем не здороваетесь, ни с кем не разговариваете. Пришли домой, обязательно в этот момент помыли руки, лицо умыли, желательно вообще принять душ и помыть волосы и надеть новую чистую одежду. И обращаем ваше внимание, когда вы разрежете этот лук, вам нужно будет сказать следующие слова. Зло в негатив входит, а море радости и денег приносит мне. Истинно да будет так. И когда будете выбрасывать именно лук на помойку, скажите следующие слова. Прощаюсь с нищетой и безденежьем навсегда. Истинно да будет так. Вот такая, друзья, простая практика, и те вещи, о которых мы с вами говорили, обязательно помогут вам в жизни. Обязательно прямо сейчас, друзья, ставьте лайк. Ну а прямо сейчас на экране вы видите 2 всплывающих окна. Друзья, это следующее рекомендованное видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите. Всех вам мыслимых, друзья, и немыслимых благ. Услышимся с вами уже буквально в следующем видео.